Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. Сегодня мы разберем 10 трудных звуков, именно звуков в русском языке. Трудных звуков для иностранца. Даже если вы неплохо говорите по-русски, некоторые звуки все равно могут вызвать сложности, трудности. Давайте посмотрим, какие это звуки, и определим, есть ли у вас трудности, сложности в их произнесении. И первый звук «ы». Ни в коем случае не думайте, что когда вы произносите звук «ы», вас кто-то ударил в живот. Не надо так даже думать. Этот звук не похож ни на один звук, ни в английском, ни в китайском языке. Мне кажется, во многих языках его просто нет, он отсутствует. Но вот в русском языке у нас есть этот звук «ы». И как только вы начинаете говорить по-русски, вот даже если вы не хотите изучать русский язык, то вы встречаетесь с этим звуком. Например, в словах «ты», «вы», «мы». Вы помните, что у нас есть такая серьезная, большая разница между «ты» и «вы». В английском это просто «you», а для русского языка принципиальная разница «ты» и «вы». Мы здесь уже точно такой же вариант есть и в других языках. Еще в каких словах у нас есть звук «ы»? Сын, рыба, губы, мечты и так далее. Вообще звук «ы» очень часто встречается в словах в русском языке. Совет. Как произносить этот звук? Ну, если вдруг у вас есть рядом ручка, то ставьте ручку между зубами, ручку или что-то похожее на ручку ставьте между зубами и попробуйте произнести звук «и». А когда вы пробуете сказать «и», произнести «и», у вас будет звук «ы». Запоминайте, что вы чувствуете, как речевые органы расположены в этот момент, именно так и нужно произносить звук «ы». Если у вас нет с собой ручки или что-то похожее на ручку, то поднимите язык к небу. Небо – это вот та полость во рту, которая находится сверху. А губы должны быть в нейтральном положении. Язык кверху и чуть-чуть назад. Вот и все. Итак, если у вас проблемы со звуком «и», ставьте галочку, если проблем нет, или вопрос, если у вас есть проблема. Следующие звуки, я бы даже сказала целых два звука – «ш» и «щ». Вот трудно иностранцам разделять эти звуки, а в русском языке это два разных звука. «Ш» твердый, «щ» мягкий. «Ш» как в слове «школа» и «щ» как в слове «щука». Давайте сравним. Шутка, щука. Шутка, щука. Вы чувствуете эту разницу? Ш, щ. Даже можете увидеть, как по-разному расположены губы в произнесении этих звуков. Есть ли у вас трудности с произнесением этих звуков? Ш, щ. Следующий звук, звук ж. Ж. Не путайте с английским ж, measure, like в слове measure. Нет, это немного разные звуки. Хотя часто преподаватели в начале изучения русского языка вам скажут, что здесь они чем-то похожи. В слове measure, вот это вот звук ж, и русский звук ж. Есть разница. Русский ж, он твердый. Например, как в словах журнал, жена, жизнь. Чувствуете, здесь есть некая твердость. Когда вы произносите звук «ж», сомкните зубы и откройте рот. Ну, не сильно широко, да, но у вас должен выходить сквозь зубы звук «ж». Следующий звук «ч». «Ч».
Смотрите, здесь у нас снова сомкнутые зубы. Губы помогают в произнесении, да, но когда мы говорим звук Ч, у нас язык опущен вниз. Ч произносится мягко. Да, Ч это всегда мягкий звук. Например, как в словах часы, чай. Важно не слишком твердо произносить этот звук. Иначе будет похоже на Ч в английском языке, как, например, в слове teacher. Teacher. Вот это вот Ч, она там твердая. В русском языке чай, более мягкий Ч. Следующий звук. С. Короткий, твердый и, самое главное, без У в конце. Знаю, что часто иностранцы говорят, когда произносят «ц», им легче произнести его вместе с каким-то гласным звуком, так, например, «цу» и так далее. Но нет, «ц» – это без гласного звука. Например, в словах «царь», «цирк», «циркач» и так далее. Еще раз для внимательных звук «щ». Сделаем еще раз акцент на этом звуке. Это очень мягкий звук, да, щ. Борщ, щи, щука. И он такой, видите, протяжный, более длительный. Щ, щ. Мы как будто начинаем и продолжаем его более длительное время, чем другие звуки. Следующее. Несколько звуков, которые тоже достаточно трудно произнести. А именно мягкие звуки. Т, н, д, л. Знаю, что сложность в произношении этих звуков есть не только у иностранцев. Например, мой ребенок тоже, ему было очень трудно произносить л мягкий. Он легко произносил л, а вот л мягкий. Мы специально ходили к логопеду, который ему ставил этот звук. Да, правильно говорить, мы ставим звуки, русские звуки нашему речевому аппарату. Не всегда, даже когда вы родились в русской среде или когда вы много времени проводите в русской среде, не всегда вы можете правильно произносить эти звуки. Считается, что если русскоязычный ребенок делает ошибки, то потом ему будет сложнее учиться в школе. Поэтому, например, мы с нашим сыном мы сразу обратились к логопеду перед школой, и логопед поставил этот звук. Сложность была именно со звуком Л мягкий. Л, Л, Л. Вот он не понимал эту разницу. Сегодня такой проблемы уже нет. Но поймите, что в русском языке есть твердые и мягкие звуки. И есть твердый Т, Д, Л, Н, а есть мягкие звуки Т, Д, Л, Н. Как можно их различать? Делайте практику, то есть практикуйтесь, читайте там, где эти звуки будут именно различаться. Например, ток – это твердое Т, тек – это мягкое Т, нос – нес и так далее. Много есть информации в открытом доступе для практики этих звуков. Если не можете найти в открытом доступе, то обратитесь к преподавателю или напишите мне, и я вам вышлю упражнение, чтобы вы читали, произносили эти звуки в разных позициях. В твердой позиции, в мягкой позиции. Согласные звуки у нас также различаются по глухости и звонкости. Есть близкие по звучанию, мы говорим, что это парные согласные звуки Б, П, В, Ф, Г, К. И вот здесь возникают сложности у иностранцев. Ну, во-первых, иногда мы пишем звонкий согласный, а в конце слова или в середине слова этот звонкий согласный, который мы написали, вдруг становится глухим звуком. Да, такое бывает. Например, в самом известном, наверное, слове «водка». Мы пишем «д» звонкую, но произносим ее глухую пару. Водка, водка. И таких ситуаций очень много. Водка, лодка, гриб и так далее.
Здесь нужно опять же практиковать. Нужно знать правила, фонетические правила русского языка, что в конце слова у нас звонкие согласные превращаются в глухие согласные, если они стоят в слабой позиции. То есть если после них у нас нет никакого гласного звука. Это называется та самая слабая позиция. Чем больше вы говорите по-русски, чем больше вы произносите русских слов, чем больше вы читаете вслух, чем больше вы общаетесь, тем легче вам будет это правило соблюдать. Тем легче вы будете запоминать, где, как нужно правильно произнести. У вас уже даже в голове не будет появляться вот этот вот значок «обязательно нужно здесь произнести глухой». Нет, у вас это будет интуитивно уже понятно, где, как правильно произносить. Но нужно просто чаще говорить на русском языке. Читайте вслух. Да? Если вы не можете найти собеседника, то читайте вслух все, что вы видите на русском. Это тоже практика. Следующий сложный звук – звук «й». Ну, во-первых, это согласный звук, который мы фактически не видим, да, мы его только слышим. На письме мы его передаем как и краткую. Это такой очень короткий, быстрый звук, не такой частотный, не так часто встречается, хотя тоже сомнительно. Встречается, например, в словах «мой», «твой», «йогурт», «йога». И вот видите, вот это вот «е», она либо у нас перед гласным, либо после гласным. И следующее. Мне кажется, что это такая вот максимальная сложность, которая бывает у иностранцев с русскими словами, это когда в большом количестве встречаются согласные вместе. Например, вот сочетание с «ч» в слове «счастье». Пишем-то мы с «ч», а произносим звук «щ» – «счастье». Еще больше согласных. «Встр» – «встретить». Здесь у нас мы пишем «в», произносим «ф», «встретить», и логика не всегда понятна. И такое большое количество согласных вместе тоже достаточно сложно. Самое сложное слово, наверное, это «здравствуйте». Там такое количество согласных «здравствуйте», но мы не все эти согласные произносим. Я думаю, что вы знаете, что у нас есть такой короткий вариант «здрасте». Даже если мы не укорачиваем это слово, если мы будем произносить его максимально в необходимом количестве звуков «здравствуйте», все равно мы не все звуки произносим. Или еще одно очень трудное слово, трудное оно, да, кстати, не только для иностранцев, но и для русскоязычных, например, солнце. Ну, пишем там и там еще и букву «Л», но ее мы не произносим. Что важно в данном случае? Медленно проговаривать каждое слово. Если вы не знаете, как произносится это слово, то, ребята, камон, даже уже в нейросети, во всех переводчиках вы можете включить звук произношения этого слова, и вы услышите звучание, правильное звучание. Так что, думаю, с этим сложностей сегодня не должно возникнуть. Главное, практикуйте. Практикуйте произношение и практикуйте медленное произношение слов. Сначала учитесь говорить медленно, потом у вас наработается навык, и вы сможете говорить быстрее, быстрее и быстрее. В конце этого видео немножко попрактикуемся. Здесь сейчас будут появляться слова, и попробуйте повторять эти слова за мной. Рыба, жена, щука, чай, цирк, борщ, тёк, гриб, йогурт, счастье. И на последнем слове мы и закончим. Напишите в комментариях, какое слово было для вас самым трудным.
Обратите, кстати, внимание, не такие уж и трудные слова я вам сегодня дала. Нет слова «здравствуйте», нет слова «достопримечательность» и так далее. Моя большая рекомендация к вам. Больше практикуйтесь. Произносите все, что вы видите на русском языке. Читайте вслух и общайтесь на русском языке. На этом все. Давайте дружить и общаться в социальных сетях. Пока-пока. Подписывайтесь и до скорой встречи.